Попались! Какой ужас! Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Новобранцы идут на войну 1674 года, Лебедаса Севон Энгер, искрометная комическая лента Клода Зиди, являющегося режиссером выдающихся французских комедий, Крылышко или Ножка 1676 года с Луи де Фюнесом, Чудовище 1677 года с Жан-Полем Бельмондо. Знаменитая четверка комик-группы Шарло, дословный перевод «безумцы», «сумасшедшие», известная своими умопомрачительными выходками, теперь оказывается на армейской службе. Друзья Шалопая попадают в подчинение к весьма свирепому сержанту, помешанному на строгой дисциплине. Новобранцы идут на войну 1674 года, второй фильм в трилогии об армейских приключениях. Первый фильм «Новобранцы сходят с ума» 1671 года, а финалом приключений комик-группы Шарло является комедия «Возвращение безумных новобранцев» 1683 года, из-за своего позднего выхода оставшаяся практически незамеченной. Вы что, совсем обалдели? Вы сказали вольно, сержант? Команда вольно, значит стоять вот так! Смирно! Издеваться вздумали. А ну встать! Смирно! Фильм «Новобранцы идут на войну», актеры и роли. Жан-Ги Фешнер, Жан-Ги, Жерар Филиппелли, Фил, Жерар Ринальди, Жерар, Жан Сариус, Жан, Жак Сейлер, сержант Белек, Паоло Стопа, полковник, Хайди Болин, армейский психолог, лейтенант, Мариса Мерлини, Палет Бруньон, хозяйка фермы, Мириам Буае, Филиппин Бруньон, дочь хозяйки. Раскрываем рот пострадавшего. Делаем искусственное дыхание. Когда мы делаем искусственное дыхание, надо раскрыть рот шире, рассмотреть возможность проникновения воздуха в легкие, набрать побольше воздуха и потом плотно прислониться губами. Новобранцы идут на войну 1674 года. C'est Couture. Международное англоязычное название. В разных странах выходило под разными названиями. В Италии 5 безумцев идут на войну. Cinque Machi Ивана Энгера. В Германии Великие Шарло, идиоты третьей роты. Die Tollen Шарло, Die Trotteln von der Drei Компании. Фильм «Новобранцы идут на войну» – французский фильм, занимающий 18 место по посещаемости среди зарубежных лент в советском кинопрокате. Во всех фильмах серии о похождениях новобранцев играла популярная в 1970-х годах французская комик-группа Шарло – Ле Шарло. Продолжительность комедии «Новобранцы идут на войну» составляет 85 минут, версия в кинопрокате ряда стран – 74 минуты. Минуточку, мадам. Сейчас мы исправим. Подождите. Очень интересные экземпляры. Очень. Очаровательно. В фильме звучит музыка группы Шарло, которые не только сыграли в 15 фильмах, но также были прекрасной музыкальной группой, играющей шансон и поп-музыку тех лет. «Новобранцы идут на войну» Франция вышли в прокат в СССР в 1978 году, и за первый год демонстрации его увидели 50,1 миллиона зрителей. Шарло Ле Шарло стали во Франции символом 70-х. Шарло в фильмах часто показывают по разным каналам телевидения и были переизданы на DVD. Комедия с комик-группой Шарло «Новобранцы идут на войну» оказалась самой кассовой картиной Клода Зиди в советском прокате. И это при том, что у него были фильмы более высокого художественного уровня «Чудовище» 1977 года, «Откройте полицию» 1984 года и другие, которые тоже показали на экранах кинотеатров СССР. Огонь! Цветной художественный фильм «Невинные с грязными руками» режиссера Клода Шаброля. Фильм «Новобранцы идут на войну». Сюжет. Сержант Белек, Жан Сейлер, не намерен ни в коем случае прощать безделье и глупость, откровенное саботирование всех поручений начальников и командиров, демонстрируемое Жаном Ги, Жан-Ги Фешнер, Филом, Жерар Филиппелли, Жераром, Жерар Ринальди и Жаном, Жак Сариус,
для которых гауптвахта давно стала родным домом. Они отлучались с нее крайне редко, лишь для того, чтобы выслушать и не выполнить очередной приказ тупоголового сержанта из серии «Копать от забора и до обеда». Или в доме полковника Паула Стопа, напившись дармового вина, вылить цистерну мазута в бассейн. Или сходить на прием к армейскому психологу Хайди Бален. Ну очень сексапильный интеллектуал. Но и солдаты не лыком шиты. А тем временем полковник получил приказ сделать все, чтобы владелец одной из ферм, Палет Бруньон, Мариса Мерлини, согласилась продать свой земельный участок вооруженным силам, облюбовавшим окрестную местность для проведения военных учений. Четверка приятелей невольно оказывается у эпицентра событий, а финальная шутка, когда они, уже демобилизовавшиеся, сбегают из-под венца по недоразумению и затем, спасаясь от гнева небес, записываются добровольцем в армию по-настоящему остроумно. Месье Филиппили, согласны вы взять себе в жены мадемуазель Филиппину Брюньон? О, нет. Вы настаиваете на своем «нет»? Вы настаиваете на своем «нет»? А, да. Негодяй! Подумать только, какой позор! Смешных либо остроумных фраз, таких, что впоследствии разбирают на цитаты, фильма «Новобранцы идут на войну» нет. Это комедию, которую можно смотреть, но не слушать, и посмотреть здесь есть на что. Ребячие комики Шарло, колоритный лысый сержант и испытывающий вожделение к сильным женщинам генерал. Всю жизнь я командовал, а так хочется кому-то подчиняться. Насытит зритель добрым, веселым настроением, придав оттенок свежести и легкости текущему состоянию. Наверное, в какой-то мере фильм «Новобранцы идут на войну» можно назвать классической французской безобидной комедией. «Новобранцы идут на войну» легкая, не отягощенная великим смыслом комедия. Набор мизансцен и армейский фон – вот и все кинематографические приемы, используемые режиссером Клодом Зиди. Я скорее умру, чем покину свой дом! Тьфу! Сержант, вы видели? Она плюнула мне в лицо. Это возмутительно, полковник. Позволить себе такую вольность. Женщин подобного типа я обожаю. Это же огонь, порох, ракета. Такое можно простить все. «Новобранцы идут на войну» 1974 года в первую очередь комедия действия, идущего непрерывно. Герои не успевают выбраться из одной дурацкой ситуации, как тут же попадают в другую. А это значит, что внимание зрителя неотрывно приковано к экрану от начала фильма и до конца. Любителям легкой веселой комедии фильм «Новобранцы идут на войну» 1974 года обязательно понравится. Комедия построена на абсурде, шутках, нелепых ситуациях и множестве гэгов. Трудно найти в фильме хотя бы 2 минуты киношного времени, в течение которых не происходило бы что-нибудь забавное, смешное или абсурдное, в то время как «Новобранцы идут на войну». Флаг поднять! Ваше белье, сержант. Да, полковник. Вы не любите цвет хаки? Идите служить на флот.